Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про проблемы турецких сериалов. Много женщин их смотрят, как они влияют на отношения, как они могут испортить в жизни отношения с мужчиной. И поговорю сегодня о мечте женщин, о шейхе, о том, чтобы она встретила или он ее как-то нашел. И вот эта жизнь во дворце, ходить покупать дорогие вещи, носить эти вещи. Но в жизни такое редко случится, да и заплатить за это придется, как минимум своей свободой. Сегодня обо всем этом буду говорить. В Госдуме недавно захотели запретить турецкие сериалы, потому что они формируют ложный образ у женщин. Женщины начинают сравнивать вот этого турецкого мужчину из сериала, который показывает, конечно, там лучшие свои качества, подбирают таких красивых актеров с мужчиной, который реальный в жизни. В Госдуме иногда что-то такое странное может на рассмотрении быть. Я помню, как хотели запретить Винни-Пуха, потому что там показывается обжорство. Ну, то есть какие-то такие, да, вещи не совсем понятные. Вот женщина объясняла, почему она смотрит турецкий сериал. Она идет с работы, уставшая, своими проблемами, и думает о том, что сейчас она зайдет домой и будет сидеть ее мужчина на диване с животиком, и ей надо будет что-то приготовить и потом мыть посуду. Вот включает она этот сериал и улетает на какое-то время во всю эту восточную сказку. Ну, сериалы действительно многие смотрят, чтобы отвлечься от бытовых каких-то проблем. И были бразильские раньше популярные сериалы, тот же «Дикий ангел», многими обожаемый, «Санта-Барбара», «Дикая роза», да, и много какие другие. То есть как таковым сериалам претензий особо лично у меня нету. Но основная проблема, на мой личный взгляд, во-первых, колоссальная нехватка у людей сейчас внимания, общения, любви, какое-то проявление чувств, вот сентиментальность такая. И сериалы в этом, конечно, могут помочь. Но самая, мне кажется, важная проблема, о которой нужно говорить, в том, что нету сериалов про такую традиционную крепкую семью, ну или, по крайней мере, почти нету. Как-то все сместилось сейчас, показывают турецких мужчин, хотя мы не в Турции. Почему не показывают правильного русского мужчину, которого вот будет и у женщин образ, чтобы женщина мечтала не о турецком мужчине, а о русском мужчине, потому что много русских мужчин достойные мужчины. И вот в этом проблема, потому что медиа всегда, киноиндустрия это всегда была такая идейный проталкиватель такой, скажем так, проталкиватель какой-то идеи. Пару сериалов снять, каких-то взять известных актеров, и вот уже может сместиться все на русских мужчин. Все, так сказать, элементарно Ватсон делается, но этим не занимаются, это не делают. Где наши русские богатыри-мужчины в кино? Показывают, если брать западное, да, это Марвелы какие-то, фантастику, эти женщины, которые со сверхспособностями все могут, мужчина там где-то на задворке, такой слабачок может показываться. В турецких сериалах кастинг актеров отмечают, да, то, что серьезно вкладывается в сериал, декорации красивые, дорогие, что идет в противовес с нашими сериалами, где бросается сразу в глаза экономия на актерах, актеры там могут плохо играть, качество, да, и такая тематика, либо там это какое-то преследование, расследование, ментовка, да, то есть, где вот сериалы, нигде будут высмеивать, например, мужчину.
а хорошего мужчину, на которого нужно будет равняться. И самое главное, показывать это в семье и в отношениях. В турецких сериалах показывается хорошее отношение к женщине, женщинам это нравится, конечно же, но на самом деле очень отличаются, конечно, кино от того, с чем сталкиваются даже русские женщины, имеют отношение с турецкими мужчинами. Вот и получается, что мечты остаются с этим турецким мужчином, как и с арабскими шейхами. Я недавно общалась с привлекательной очень женщиной, с которой познакомился арабский шейх. Она там что-то себе выбирала в магазине, и он сразу предложил купить. У нее, конечно, округлились глаза, потому что она себе там понимала, что она это, наверное, еще очень не скоро позволит, и он так за 2 щелчка все это купил. Ну, плюс там были всякие красивые ухаживания, там с самолетом, ну, со всеми подарками, и она как-то тоже так упала в это облако вот этого заботы вот этой, мог легко сорваться, прилететь, то он там на учебе, то через 2 часа он уже к ней прилетел. Ну и потом, когда речь зашла о том, чтобы как-то уже жить вместе, быть ей там 4-й женой, тут у нее, конечно, щелчок произошел. Она поняла, что это просто невозможно для нее. Как там будет все по расписанию, по времени. И, в общем-то, что этого мужчину нужно будет с кем-то еще делить. Ну и свобода, то, что очень важно и ценно для многих людей. Просто восточные женщины, у них, ну, они привыкли так, у них особо выбора-то нету. Но для нашего менталитета все-таки это очень сложно. И вот эта история птицы в золотой клетке, она касается непосредственно тех, кто оказывается. Ну и возвращаясь к турецким сериалам, это не может не сказываться на том, что женщины хотят познакомиться с этими восточными принцами, скажем так, и с арабскими, например, тоже. Сколько случаев, когда женщины обманываются, привозят там и деньги свои, потом остаются ни с чем, не могут вывести ребенка при разводе. Там совершенно другие законы, и ну, вплоть до того, что много просто пропадает женщин в Турции. Я думаю, что много случаев вообще не освещаются в СМИ. Надо не забывать, что в жизни за все эти красивые декорации, которые показываются и в сериалах, и женщины переносят это на реальную жизнь, за все это придется заплатить. Иногда цена может быть очень высокой. В заключение хочу сказать, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Женщины так столько времени тратят на свои грезы, мечты об этом идеальном мужчине, что могут пропустить лучшие свои годы жизни и вообще просто пропустить хорошего мужчину в своей жизни. Всем спасибо большое за просмотр, и увидимся уже на следующей неделе. На следующей неделе я проведу стрим, так что кто хочет, приходите, буду вас всех ждать. Всем пока, хороших выходных!